Привет подписчикам и гостям канала! В этом видео мы затронем тему электретных микрофонов и, вооружившись знаниями, изготовим микрофон-петличку, лишенную известного недостатка. Итак, электретный микрофон – это микрофон, в котором имеется мембрана, изготовленная из электрета, диэлектрика, способного длительное время генерировать электрическое поле. Мембрана закреплена на металлическом кольце, которое соединяется с алюминиевым корпусом капсуля. Толщина прокладки между мембраной и металлическим основанием всего 40 микрон. Основание подключается к затвору транзистора, который согласует высокое сопротивление микрофона с низким сопротивлением рекордера. Но для работы транзистора требуется электропитание, и оно подается на микрофон через микрофонное гнездо. Питание на сток транзистора подается через резистор, который является нагрузкой этого каскада усиления. Полезный сигнал с нагрузки снимается через разделительный конденсатор и подается на микрофонный усилитель. Подавляющее большинство всех микрофонных гнезд бытовой техники рассчитано на применение именно электретных микрофонов. Специально для тех, кто в комментариях посылает меня на AliExpress, я купил вот эту $3 микрофон-петличку, чтобы показать, насколько бесполезными могут быть китайские товары. Как видите, в задней части этого микрофона имеется сеточка, имитирующая дополнительный акустический вход микрофона. Такие входы формируют диаграмму направленности и амплитудно-частотную характеристику в более сложных микрофонах. Вот только для такого акустического оформления требуются и соответствующие размеры самого микрофона. Но если мы разберем этот китайский микрофон, то увидим, что внутри установлен самый обычный 6-мм капсюль электретного микрофона. То есть, если бы в этой петличке был установлен 10-мм капсюль, то площадь мембраны возросла бы вдвое, что улучшило бы соотношение сигнал-шум. И это при том, что стоимость и того и другого капсуля всего 4 цента. Если вы подключите этот микрофон к рекордеру, то получите повышенный уровень фона, наведенного электросетью и импульсными источниками питания. Даже если вы подключите этот микрофон к телефону на улице, то он все равно будет фонить, так как телефон тоже является источником электромагнитного излучения. А происходит это потому, что китайцы принципиально не используют экранированный провод в бюджетных микрофонах. Но и это ведь логично. Кто будет покупать вот эти электретные микрофоны по $50, если они будут работать точно так же, как $3? Ведь в корпусах этих микрофонов установлены те же 6-мм микрофонные капсули по цене 4 цента. Думаю, после того, что вы увидели, изготовление самодельной петлички уже не покажется бесполезным занятием. Вот такие компоненты нам понадобятся для проекта, который сэкономит нам $50. Если у вас все это уже есть, то вы можете изготовить корпус микрофона из цилиндра 2-граммового шприца. Самое главное, конечно, не забыть продеть кабель сквозь корпус микрофона и корпус штекера. Я всегда использую угловые штекеры, чтобы снизить нагрузку на гнездо рекордера. А этот монтажный крючок я изготовил из велосипедной спицы. Если удалить изоляцию с помощью паяльника, то снизится риск повреждения проводов. Но для этого жало паяльника должно иметь острую кромку. Закрепить кабель в корпусе микрофона вы можете с помощью узла. Оплетку кабеля мы припаиваем к корпусу капсуля, а сигнальный провод к стоку транзистора. Теперь микрофонный капсюль можно вставить в наш самодельный корпус. А для замены капсуля можно воспользоваться скрепкой. А теперь давайте определим распиновку микрофонного входа в вашем рекордере. С помощью вольтметра найдем в гнезде напряжение, близкое к 2,7 вольта. При замере плюс напряжение оказался на 4-м выводе разъема, а минус на 3-м выводе. То есть оплетку кабеля я должен припаять к 3-му выводу. Ориентироваться вы можете по самым популярным цоколевкам штекеров. Если при сборке штекера использовать силиконовый герметик, то при необходимости этот штекер можно будет разобрать. Для более надежной сборки используйте густой полимерный клей. А один из рычагов канцелярского биндера вам нужно изогнуть так, чтобы он зафиксировал корпус микрофона.
И вот, наконец, наша микрофон-петличка почти готова. Нам осталось только закрепить микрофон на клипсе и испытать наш новый девайс. И будьте уверены, наш микрофон будет работать не хуже $50. Для того, чтобы автоматическая регулировка усиления стокового приложения не влияла на запись звука, вы можете использовать альтернативное приложение для смартфона и настроить уровень записи вручную, как это делают настоящие звукооператоры. Поддержите канал подпиской, если вам понравился ролик. До встречи на канале!